Всем привет! С вами Антарес, новая четверка Virtus.pro. Сейчас я поделюсь своими фишками, которыми я сам пользуюсь во время игры. Надеюсь, этот ролик будет для вас полезным. Но для начала поставьте лайк и подпишитесь на YouTube канал. Ну что ж, го учиться! Мои любимые герои на четверку — это Рубик, Patches, Skymag, Encha, Terrorblade, Batrider и Spiritbreaker. Но мета в моих героях много отличается прямо сейчас. То есть самые популярные герои в мете — это Hoodwink, Shadow Demon, Пугна, Disruptor, Batrider и МК. В тех командах, которые, прям потные МК. Я не прям чувствую себя потной МК. Я сейчас вам покажу, как правильнее всего стоять на начальную стадию игры на Batrider, да и в целом на саппортах. То есть до начала игры ты вообще сразу должен думать, можешь ли ты убить своим пиком любого героя из пика врага и покупать смог. Но в идеале смог покупает пятерка, потому что вот на Batrider или на Универсалах ты вместо этого можешь купить ветку, и она тебе больше всего даст. Но в целом смог вот конкретно в этом пике дал бы очень много, мы легко бы убили кого-нибудь. Начальный закуп такой, без цирклеток, потому что я стою против Пугны и Джиггернаут, хоть и он жмет кнопку, но зато Пугна очень часто активно настакивает стики. Вот. Суть саппорта вообще во всей игре, ты каждую минуту можешь что-то делать. Ты каждую минуту можешь стакать. На второй минуте это руна, если есть спейс, или блок кемпа. Третья минута лотус, под который нужно запушивать в идеале линию. Это очень важный ресурс, который на самом деле стоит где-то около 180-190 голды, вот если посчитать, сколько он дает. Так, а еще одна из фишек — это вот можно здесь заходить за тавер, если пятерка и керри опаздывают на линию условно, или они просто слабые. Блочить этих крипов, твои крипы заходят по тавер, и линия пушится в тебя. И все, что ты должен сделать при этом случае, это залочить маленький кемп. Так, потом на Батрайдере против Пугны ты хочешь покупать фласку. Если пятерка активна, спамящая спеллами, ты просто покупаешь фласку, и это все тебе регенит, всю ману, которую она тратит в тебя. На первой минуте можно блочить кемп или с собой, или с энтрей. Большой заранее можешь ставить с энтрей, если ты видишь, но в идеале сначала чекнуть, поставил он туда или нет. Ну, сейчас почти каждый игрок ставит. Еще одна из главных фишек на Батрайдере, да и на любом саппорте, ты, когда идешь на активную руну, всегда стакай какой-нибудь кемп. Если герой позволяет, можешь стакать эншей и средний кемп. Если герой не позволяет, миличник условно, или просто рейнджевик с маленькой дальностью атаки, ты просто стакаешь этот кемп и идешь на руну. То есть каждую минуту ты можешь стакать, это всегда принесет плоды. На 6-й минуте опять лотус и активка. Ну, на 6-й минуте лотус уже больше керри с пост 3 делят, кто из них перекликает там или что. На 7-й минуте экспа. Это одно из самых важных вообще дел на 7-й минуте. Всегда думайте об экспе, потому что это много дает, если ты ее взял. Если 2 взял, то это вообще шик. Если ты 2 руны потерял, это очень плохо зачастую. Только если ты что-то не делаешь полезного в этот момент. До появления баунти рун, как я уже и сказал, ты можешь, если у тебя есть скилл-потенциал, нажать смог на пятерке или на четверке, но в идеале на пятерке, забежать в вражеский лес, в тройку, что-то поделать, поставить вижен из смоков. Если у тебя герой не позволяет этого сделать, убить врага, у врагов сильнее, то ты просто ставишь защитные варды, можешь заблочить кемпы там, но ты всегда должен думать о том, в какой части карты ты будешь брать руны, где меньше всего шанс нафидить. Отдать ФБ, не взять руну. Если ты берешь 2-2, это почти всегда тебя устраивает. То есть это обычная игра. Итак, давайте подытожим основные тайминги. 1.54. Стакнуть small camp. 2.15. Отвод. На 3-й минуте вы контестите лотус. На 4-й минуте вы можете сыграть под руну ВД, если ваш оффлейнер за это никак не пострадает. С 4-й по 5-й минуту вы можете поставить где-то опс под вражеский тауэр или во вражеском лесу.
5-15. Отвод катапульты. Но иногда вы можете использовать катапульту, чтобы задавить вражеского кора и как можно больше надамажить вражеский тавр. Зачастую руна на 6 минуте и на 8 минуте самое важное для твоего мидера, поэтому стараемся контестить их как можно чаще, если вам позволяет эта ситуация. На 7 минуте очень важно контестить руну опыта, поэтому не забываем о ней и стараемся думать об этом заранее. Стартовый закуп на героях, на спортах зависит от того, по большей части, универсал он или не универсал. И если ты стоишь против героев, которые заряжают стики очень часто, вот как, допустим, в этой игре. На универсалах самый лучший закуп — это 2 цирклетки, танго, 2 веточки, граната и сентря. То есть в этой игре я закупился так, потому что это пост 3 был, но вместо этого гранату просто покупаешь, центру, и это устраивает. На неуниверсалах, если линия сильная, ты закупаешься вот зачастую так: цирклетка, 2 танго, граната, центря, 2 веточки, фейрик. Почти что в каждую игру можешь так делать, если стики не нужны. На милишниках там уже от игры зависит. Если линия сложная, ты покупаешь условно на баре стики, опять же, если их заряжают очень часто, но зачастую ты покупаешь виндлейс, чтобы блочить кем, там бегать от противника, от пост 5. И просто на муспидах, плюс потому что шмотка полезна для бара, ты покупаешь именно ее. Иногда фласку ты докупаешь, но ты почти всегда должен докупать фласку на линию и просто трейдиться с 5. Про вардинг на пост 4. Он похож на пост 5, но он просто в противоположной части карты. В начале игры ты покупаешь, один вард покупает твой мидер, если только ему не нужен этот вард в миду. И второй вард или 4, или 5, зачастую 4. Такой вард базовый ставлю, но можно куда-то поглубже поставить, если ты смоки нажал. После лейнинга, начиная с 3-4 минуты, ты покупаешь еще один опс, ставишь в идеале куда-то на перетяжку пост 5, за линию, вот сюда, чтобы видеть, как у тебя продвигается керри, саппорт, и можно ставить на аванпосты. На аванпосты очень тоже важные варды. Какие-то хитрые, в общем, тебе нужно всегда ставить варды, чтобы не на горке. Вот этот вард не надо продлевать, если ты его уже поставил в начале. Ты ставишь какие-то хитрые варды, которые сложно найти, чтобы они как можно дольше постояли. Неважно, если они видят мало, главное, чтобы они больше постояли на самом деле. Япошка там условно любит ставить варды, которые мало видят, но зато они стоят очень долго, ты все равно что-то получаешь от этого. Агрить крипов на линии ты зачастую на пост 4 не так часто делаешь, как пост 3, но если твоему пост 3 очень сложно подойти в пачку крипов, а ты за это мало пострадаешь, ты можешь реагрить крипов для этого. Еще очень важная фишка, ты, прежде чем нажать атаку на врага, ты заранее жмешь на него атаку до рейнджи реагра крипов, чтобы они не зареагрились на тебя, когда ты нажмешь на него атаку, хотя крипы будут рядом. Этой фишкой вообще мало кто пользуется, я сам о ней узнал только 1,5 года назад, но она очень важная. Ты меньше получаешь урона от крипов во время игры. Стакать крипов надо в идеале каждую минуту, если у тебя есть спейс. Если ты можешь делать что-то более полезное, чем стакать крипов в данный момент, ты, конечно же, делаешь что-то полезное. По типу напрягать в керри, брать руну, ставить варды в смоке, что-то такое. Но если у тебя всегда есть спейс, всегда стакай, всегда это на любом герое пригодится. Очень редко бывают ситуации, когда у тебя ни один герой не может забрать стаки в данной мете, поэтому стакайте. Под мид нужно стягиваться, если у тебя есть спейс, уйти от пост 3 за то время, то есть пока он не будет страдать от пост 5 и керри одновременно. Если он очень уязвимый, зачастую это рейнджи какие-то от мили, 4. Его просто накажут, когда увидят то, что 4 ушла и идет на руну. Вот, допустим, на этой линии до Омника очень сложно докопаться, поэтому можно, начиная с 4 уже минуты, идти под руну. Только если, наверное, в крайних случаях у врага нету батла, и одновременно у твоего мидера нет батла,
То есть им эта руна не так много даст. Но в целом на каждой активке ты в идеале должен быть. Но ты должен приготовить почту для этого, чтобы туда выйти. Контролить порталы на линиях очень важно. Зачастую в пабликах, да и даже в компетке это забывают делать люди. Очень мало команд используют это за последнее время гладиаторы и фалконы, потому что они очень хорошо понимают силу, когда они могут запушить пачку, условно, на керри, и пойти в портал, и подраться втроем, вчетвером в оффлейне. И это очень много даст твоему оффлейнеру. Ну и ты тауэр начинаешь пробивать, враги умирают. Очень много дает использование порталов. Ну и на протяжении всей игры в идеале иметь какой-то опс там, сентрю. Если ты сноуболишь, ты ставишь какие-то опсы около порталов и пытаешься находить героев. Большинство четверок допускают такие ошибки на линиях, как неправильный начальный закуп изначально. Забывают блочить смол, когда они могут это делать, когда им позволяет пятерка это делать. Потом они могут видеть, точнее они не видят, что твоего +3 очень легко убить, когда ты уходишь с линии, и они все равно уходят и твоего +3 наказывают. А они просто ходят на руну, даже не думая, надо им это или нет. Доносить фласки тоже важно, большой кемп анблочить. На 5-й минуте покупать, на 4-й, на 5-й покупать опс, ставить во вражеский лес, чтобы видеть перетяжку героев. Все такие мелочи. Многие просто забывают об этом, хотя нужно каждые 30 секунд в доте что-то думать на саппорте. В тимфайтах очень важно думать. То есть, если это сейвящие герои какие-то, герои, которым нужно держать позиционку, как Оракл, Рубик, Shadow Demon, ты в идеале стоишь просто сзади всех, какие-то шмотки покупаешь сейвящие, если в тебя прям легко прыгнуть, и ты через сейв-шмотку плюс какой-то свой спелл немножко выживаешь, если прям в тебя начали, хотя такое не должно быть. Но ты хоть сколько-то времени потратил на себя, чтобы тебя убили. Любые предметы зависят от игры. Ты покупаешь то, что больше всего принесет импакта. То есть шмоток, конечно, в доте очень много, но за часы, которые я наиграл в нее, я уже как будто в любой ситуации могу придумать лучшую шмотку, которая больше всего внесет импакта. На любом герое есть очень много вариаций, но на дизрапторе ты покупаешь условно аркан и шард в данной мете, и ты уже полезен на 15 минуте. Потом ты покупаешь или форстав, если, опять же, нужно. Если нужно аганим, чтобы игру закерировать, ты покупаешь, фармишь аганим. Потому что шардом и первым скиллом с максимум ты достаточно много фармишь и много ищешь скиллов по карте. Полезный фит, конечно же, есть. Допустим, ты знаешь, враги пропушили мид-пачку, условно, и ты знаешь, что они сейчас нажмут смог. Но твоему керри все равно хочется зафармить тройку, потому что ему уже нечего фармить, он профармил здесь кемп, вот здесь кемп, он бежит сюда, он хочет это зафармить, потому что у него другого нету пути, как быстрее всего дойти до кемпов. Ты просто бежишь на саппорте сюда, ревилишь, встаешь и умираешь, потому что им сложно будет бежать вот сюда. Если они уже бегут, то ты все равно понимаешь, что они бегут уже далеко, поэтому ты встаешь вот сюда, и он все равно фармит спокойно этот кемп. Плюс есть еще полезный фит, но его прям очень много, очень редко люди используют. Есть два случая. Если тебе нужно стянуть врагов к вражеской базе как можно ближе, потому что у тебя коры вообще не могут ничего фармить. Это происходит, когда тебя переиграли в мидгейме очень сильно, и тебе вообще ничего не остается делать, кроме как, допустим, нажать смог, просто побежать в вражескую тройку, поставить условно вар здесь, центрю, и ты просто здесь находишься, убиваешь пачку крипов за скиллы, и просто здесь находишься, пятюню кидаешь врагам, чтобы они просто стянулись на тебя, минимум 2 героя, чтобы убить. За это время, за даже 30 секунд за минуту, твои коры будут фармить спокойно, не думая о том, что они могут умереть.
Вот. Второй случай — это когда... Ну, вот это вообще редко кто использует. Ты на второй минуте или на третьей специально можешь умереть на четверке, видя, что у тебя мало ресов, и видя, что у твоего мидера пустой ботл, ты специально умираешь, летишь на третьей минуте к мидеру и рефилишь ему ботл, у него фуловый ботл, у врага не пустой ботл, он активнее кастует спелы, и на четвертой минуте ты уже через 30 секунд ты можешь стакать этот кемп и чекать еще одну руну. И у врага, скорее всего, не будет руны, у твоего, получается, мидера будет 2 руны. Ту, которую ты зарядил, и еще с руны. Враги ставят чаще всего, ну, если это нубы, там, условно, 1000 или побольше, то они очень часто ставят варды на клифы, потому что они не понимают значения того, когда нужно ставить варды на клиф. Если это норм игроки, то они ставят обычно хитрые варды, ты пытаешься просто на рандом найти сентрёй варды, просто подозревая, где они могли поставить, условно, здесь на перетяжку в начале игры, на 5-й минуте, там, на 6-й. Ты просто рандомно ищешь. Ну, против нормальных челов это сложно очень сделать, ты иногда просто рискуешь. Ну, ты понимать должен на четверке, можешь ли ты собраться в кора прям в самом начале игры. Типа, ты видишь, если твои пост 3, там, условно, или пост 2 больше героя, как саппорты с саппорт-героями, которые просто хороши в файте, по типу Кунки, там, кто там еще, Баньша, наверное, ну, Баньша тоже может скоро собраться, но она больше как герой с аурами сейчас конкретно играется. Вот есть такие герои, как Бэтрайдер, который вообще спокойно может собраться в кора, у него всегда будет много нетворса, он всегда может больше внести импакта со шмотками, чем без них. То есть там блинк, форстав, линза, БКБ, и ты всегда спокойно можешь начать файт, всегда выжить, если ты вдруг ошибся с половым врагам. Вот. На героях по типу Тэчес. Короче, герои, которые очень много могут фармить, Тэчес, Бэтрайдер, там, Худвинг, они всегда могут спокойно собраться в кора, и это будет намного полезнее, чем они меньше пофармят, купят какие-то саппорт-шмотки, и по итогу меньше будут жить в файте, вносить меньше дэмэджа, чем если бы они фармили и просто купили шмотки по большей части на фарм. Любой айтем в доте ты покупаешь в зависимости от того, как он работает в твоей команде, для твоих союзников, и как он работает против врагов. Ты можешь хоть на 40-й минуте купить алебарду, если ты играешь в медузу без БКВ. Это очень много даст твоей команде. Неважно, алебарду ты купишь на скримаге, на Тине, на Тэчесе, на Рубике. Если ты можешь ее повесить и одновременно выжить, это очень круто. Сейчас одни из самых имбовых шмоток — это Wind Waker. Ты можешь его купить, на самом деле, почти на любой стадии игры, я имею в виду после 40 минуты. И это все равно будет очень импактово, потому что твои коры, да и ты будешь дольше жить. Стадия лейт и четверка в ней проявляет больше такой смысл, как подольше пожить в файте, держать позиционку. Если нападает в кора, ты его сейвишь. Если у тебя герой способен начинать файт, по типу Тини, Бэтрайдера, ты начинаешь файт. В идеале в героя, который сейвит других. По типу вот Оракл, Shadow Demon, там, Пугна. Вот такие все герои, которые полезны, если начать не в них. Пишите в комментариях, был ли этот гайд полезен для вас. Также пишите, если вы с чем-то не согласны. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующих роликах. Пока!